Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Jewelry. Меня зовут Лена, и я делаю украшения ручной работы. Сегодня я хочу сделать серьги из опалов натуральных. Смотрите, с чего все начиналось. Началось все с того, что я сделала сережки, у меня их купили. Я сделала еще колечко, колечко осталось. Вот, в общем, я хочу к нему сделать серьги. Смотрите, кольцо вот такое. Это была основа. Я ссылки оставлю на эту основу. Там сильно ничего не надо придумывать. Просто накрутить на пины и надеть на основу эти. Но основа интересная. Она позолоченная. Она, видите, такая безразмерная. Но она небольшая по размеру. Вот. У меня пальцы тонкие, и вот она и на тонкие пальцы подойдет, но, естественно, ее можно разнять. И она такая не хлипкая, знаете, очень приятная. Основа, в общем, кольцо вот такое, видите, оно пушистенькое. Вот. Тут я использовала опалы, и к ним я решила еще добавить вот такие вот стеклянные чешские бусинки. Видите, они тоже такие переливаются. Все в такой от серебристого, прозрачного в фиолетовый. Ну, в общем, показалось мне, что оно красиво вместе смотрится. В общем, план такой на сегодня. Сделать серьги, вместе с вами сделаем. И я хочу немножко переделать кольцо. Я, смотрите, когда делала, сейчас объясню. Когда я его делала, я, видите, здесь вот эти петли на основе идут 2 ряда. Я один ряд, видите, сделала только с опалами, а во второй ряд добавила вот эти бусинки. Но мне кажется, что нужно эти бусинки вот сделать в оба ряда. Как-то так расчередовать, чтобы оно смотрелось лучше. Ну, переделаю, в общем, колечко. Ну, давайте сделаем серьги сначала. Так, серьги будут делаться по принципу крошки. Так, очень просто. Они небольшие, ну, такие сверкающие малышки. Кстати, вот опалы у меня, посмотрите, какие красивенькие тут. Такая крошечка, но они все, вот каждая бусинка красивая. Довольна я. У меня так не всегда бывает, что красивые попадаются камни. Я, по-моему, 2 нитки купила, они были все какие-то страшненькие. Вот эту купила, 3-ю, она оказалась хорошая. Но я ее брала, друзья, не на Алиэкспресс, а на eBay брала. Так, для того, чтобы сделать серьги, мне понадобятся швензы у меня. Смотрите, вот такие швензы, длинные крючки. Вот. Позолоченная нержавеющая сталь. Понадобится 2 колечка покрупнее, у меня вот 8 миллиметров такие. Тоже позолоченная нержавейка. У меня бусинки и вот опалы, такие вот хорошенькие. Крошка. Смотрите, пины я хотела взять позолоченные, но они оказались слишком толстые, потому что вот в этой крошке очень маленькие дырочки. Поэтому возьму вот обычные, но они такие хорошие, они не темнеют. Я их использовала уже давно, и это они вот, ну, очень хорошо носятся, вот такие пины. Самые обычные. Ссылки на все, как обычно, я оставлю под видео. Так, ну что, давайте накрутим сначала все на пины. Бусина и 2. Ой, разломалась. Так. Наверное, так. И просто закручу. Так, еще одну такую же для второй сережки. Бусина. Смотрите, какие тоненькие дырочки, вообще не проходят. Так. Кто-то подумал, что самое сложное будет надеть бусинку на пин. Так. Вот. Так.
У меня такой будет маленький градиент. Сережечки простые, но такие хорошенькие. Сейчас я их, друзья, все надену и вернусь. Так, друзья, ну вот смотрите, получается 2 таких, что бусины, и 2 опала, 4 таких, что бусинка и опал, и 4 таких, что 2 опала. Сейчас я их быстренько накручу. Накручиваю просто вот так, обычно. Да. Так, теперь нужно их собрать. Открываю колечко и набираю вот эти 2 бусинки. Так, что там у нас? Так, вот так. Далее, по-моему, оно так было. Так я это делала. Так, вот так. Сейчас пытаюсь вспомнить, как это было. Вот так. По-моему, было вот так. И вот так швенза. Все. Да? Да. Закрою колечко. Видите, получается вот так. Такие очень простые, но они так приятно посверкивают для тех, кто любит серьги самобытные, но не крупные, очень легкие. Таких много, ну, в моем окружении, по крайней мере. Так, следующее кольцо. Итак, вот так, так, и вот так. Ну, вот такой набор получается. И швенза. И закроем. Ну что, друзья, серьги у нас готовы. Сейчас нужно переделать кольцо. Так, серьги делать было просто и приятно. Сейчас переделаю колечко. Мне кажется, надо еще накрутить опалов сюда. Так, ладно, сейчас. Что ж теперь? Накрутим еще опалов. Сколько тут их? Петелек? 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель, то есть нужно сделать 10 этих бусинок. Накрутить. Ну что, не накручу? Накручу. Сейчас накручу 10 бусинок и вернусь. Так, ну вот они, свеженакрученные бусинки у меня. Теперь я сейчас сниму вот это все с кольца и заново надену уже в правильном, так сказать, порядке. Так, сейчас. Видите, тут у меня и переделка. В общем, я думаю, понятно. Это все надето на колечки. То есть я сейчас просто эти колечки все разомкну, сниму. И будем уже надевать по-другому. Так, хотела рассказать, почему меня так долго не было. Ну, конечно, не в деталях, а так, в общем. Ну, ничего интересного на самом деле. Все очень прозаично. Я, во-первых, болела, во-вторых, времени очень мало. Вот, болела я ковидом,
в конце октября прошлого года. Вот, а потом у меня был долгий ковид. В общем, это было очень весело. Вот. У меня очень сильно опухали руки, пальцы. В общем, было воспаление нервов, нейропатия кожных. И у меня было ощущение, что у меня жжет руки. То есть они очень сильно чесались, и было такое ощущение, что они вот горят. Ну, как сами понимаете, когда у тебя опухшие руки, которые горят, ну, как бы, да, не до хендмейда, ни до какого, вот. Ну, и второй момент, ну, ковид, как бы, все-таки меня отпустило через несколько месяцев, долго очень длилось, друзья. Это все, несмотря на то, что я привитая, ну, вот, видите, прививка, она, конечно, улучшает твои прогнозы в плане не помереть, а вот все остальное пришлось испытать. Вот. Причем в первый раз, когда я болела ковидом, я потеряла нюх. Вот. В этот раз я, честно говоря, я поняла, что лучше уж нюх потерять, чем вот так вот страдать, когда у тебя все суставы ломят и хвост отваливается. Вообще неинтересно. Вот. Ну и вторая причина. У меня дети. Вот. Дети у меня одна младшего школьного возраста, первоклашка, а вторая трехлетка. Ну, сами понимаете. В общем, короче, между ковидом и вот этим всем просто вообще сил не оставалось. Вот. Сил не оставалось. Ну и знаете, вот, кстати, я про это не говорила, и как-то я это не чувствовала раньше, но у меня, видимо, было какое-то выгорание. Вот. Я не то, что жаловаться хочу, я не хочу жаловаться. Совершенно мне это неинтересно, да и не нравится. Просто как это, поделиться, потому что у меня, ну, хоть канал довольно-таки давно веду, но как-то вот не было такое ощущение, что что-то мне это надоело. А тут, видимо, как-то, знаете, и сложно сказать, наложилось ли это на болезнь. Вот, ну, вот такое ощущение, что мне просто, ну, вот, нужен какой-то перерыв. Вот. При том, что украшения я делала, ну, именно вот от ведения канала. Вот, ну, что у меня ощущение такое, что нет отдачи такой, которую я бы ожидала после, там, скольки лет, 3 лет ведения канала, 4, ну, короче, давно. Вот, то есть, ну, я думаю, сами видите, подписчиков у меня до сих пор не очень много, тра-ла-ла. Вот, конечно же, сейчас кто-нибудь напишет, что сама виновата, я понимаю, но, понимаете, когда хоть сама виновата, хоть не сама, это не способствует твоему хорошему этому самочувствию, да, чтобы хорошо себя чувствовать. Ну, короче, я думаю, много кто с этим сталкивался, кто ведет свои каналы, и у кого нет такого какого-то быстрого роста подписчиков, просмотров и прочее. Опять же, не то, что я там как-то хочу жаловаться, мне нравится вот эта камерность, потому что, например, когда у тебя маленький канал, тебе пишут очень мало гадостей. Мне гадостей писали, но мало, друзья. И даже то, что писали, ну, знаете, такие очень лайтовые гадости. То есть, ну, правда. Вот. То, что как бы людям пишут иногда, мне просто, ну, можно даже и не считать, что мне там что-то плохое понаписали. Короче, есть в этом плюсы, но, в общем, не знаю я. Ну, точно знаю, что вот этот мой чудесный ковид, ну и, конечно, занятые с детьми, они немножко меня выбили из колеи. Так, ну что, смотрите, все я это сняла. Вот она, видите, какая основа хорошенькая, очень она такая позолоченная, такого не очень яркого золота, очень приятная, что ее продают в паре магазинов, я оставлю ссылки, вот, очень такая хорошенькая, знаете, она такая, ну, плотная, потому что вот есть основы, сейчас где-то были, ну, вот даже вот эту взять основу, вот, она симпатичная, но она как бы это очень такая, ну, хлипкая. Кажется. Она не хлипкая на самом деле, она из нержавейки, но она, ну, такая ее ощущение. А это прям такая приятненькая, в руках ее держать хорошо. Так, ну что, давайте начнем уже. Говорю я много.
разошлась Лена. Так, ну что, будем надевать по 3 на каждую и чередовать вот эти вот бусинки. Ой-ой-ой. Это будет интересно. Так, ну что. Угу. Друзья, я стараюсь, но оно из рук вываливается. Так, первая. Давайте я надену парочку. Я думаю, принцип понятен. Тут надеваем на петлю и закрываем колечко. Так, ну вот так. Я думаю, когда 3 бусинки на каждом колечке, она будет пушистее, чем 2. И будет смотреться лучше, я надеюсь. По крайней мере. Вот. 1, 2, 3 бусинки. Ой. Я, конечно, очень с удовольствием смотрю на тех людей, у кого вот сборка такая, все очень аккуратно, все быстренько, так раз, чик-чик-чик. У меня, конечно, не так, у меня все летает обычно. Вот, ну, что ж теперь, все равно интересно. Так, конечно, руки нужны твердые и глаз зоркий, чтобы это все собирать тоже. Так, ну вот видите. В общем, сейчас так вот буду идти. Тут вот с одной стороны, получается, будет вот с бусиной, с другой просто опалы. И вот так вот 2 ряда буду собирать. Может, конечно, в 3 ряда было бы даже лучше, если было бы 3 ряда вот этих петелек. Но таких основ я не видела еще. Так, сейчас соберу до конца и вернусь к вам. Так, друзья, ну что, смотрите, доделала я колечко. Колечко получилось, ну да, ну так посмотрите. Попушистее оно получилось, да? Такое. Сейчас палец наденем. Вот так. Так вот оно смотрится на руке. Ну-ка. Вот так. Ну что? Мне кажется, симпатично. Симпатичное кольцо. Мне кажется, лучше, да, тоже, что они в шахматном порядке теперь расположены, вот эти бусины. Так оно веселее, интереснее. Даже не то, что интереснее, равномернее, но и то, что оно пушистее, оно более как-то это... Не видно этой проплешины между рядами, да? Вот. Так. Ну что, я довольна. И у нас еще есть сережки. В общем... рукой. Так, в общем, вот такая вот. Так вот сегодня у нас получилось. Так, слушайте, не могу я так. Все-таки настолько правша, что прям совсем неудобно левой рукой ничего делать. Так, в общем, друзья, вот такие серьги и вот такое вот колечко я сегодня сделала. В общем, кому не нравится жанр потрындеть, я извиняюсь, я редко в видео так разговариваю, поэтому уж простите, одно такое видео, наверное, остальные будут, как всегда, у меня кратенько и по делу. Ну что, мне понравилось то, что получилось, смотрятся они, ну, говорю, симпатично, очень так. Кольцо так вообще, по-моему, эффектное получилось. В общем, пишите, что думаете, пишите, пожалуйста, свои комментарии, пишите... Было ли у вас какое-то такое выгорание, не выгорание, ну, в общем, свое отношение к каналу, к своему, кто ведет, ну и так далее. В общем, что вы ожидаете, может быть. В общем, пишите. Давайте поговорим, может быть, немножко. Ну, вот. Ну и, конечно, пишите про вот эти вот украшения. Вот. Как вам такое? Как вам вот такие вот ручной работы, но... не очень крупные, очень повседневные такие вот украшенницы. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. До свидания.